Наконец-то теперь каждый может настроить себе своего собственного ассистента. Очень просто и абсолютно бесплатно. И к тому же, который, в отличие от других нейронок типа чата GPT, не привирает, не выдумывает факты на ходу и работает только с той информацией, которую вы в него загрузили. Называется этот инструмент Notebook LM. Это инструмент от Google. И давайте посмотрим, как с ним работать и что он умеет. Переходим на сайт Notebook LM, либо скачиваем одноименное приложение, кому как удобнее, и попадаем вот в такой вот интерфейс. Вообще работа данного приложения устроена по принципу проектов. То есть вы создаете свои проекты, они здесь называются блокноты, ноутбук, и загружаете туда необходимую вам информацию. И впоследствии ваш ассистент будет работать с ней и выдавать вам ответы, либо другие материалы, руководствуясь ровно той информацией, которую вы в него загрузили. Для того, чтобы создать какой-нибудь проект, мы нажимаем кнопочку Create и попадаем вот в такой вот интерфейс. Данный инструмент очень удобно использовать как для своих личных бытовых каких-то нужд, также для рабочих задач. И самый богатый набор инструментов у данного приложения есть для обучения. Поэтому для всех студентов, либо для тех, кто готовится к экзаменам, либо что-то изучает, это приложение будет очень полезно. Давайте разбираться, что здесь можно делать. И вот здесь нам сразу же предлагается загрузить нашу базу данных, то есть добавить файлы с информации, которую впоследствии будет использовать наш ассистент. И ноутбук LM работает с большим количеством различных форматов данных. Вы можете загрузить PDF-изображения, документы, аудиодорожки, ссылки на сайты, ссылки на YouTube-каналы, вашу ссылку на Google Drive, ставить просто текст. Вот вы здесь даже видите те форматы, которые он принимает. И также, если вы хотите каким-то образом расширить вашу базу данных, вы также вот здесь вот можете добавлять информацию из интернета. Итак, давайте сразу разбирать на конкретных примерах и начнем с личных задач. И давайте, например, подгрузим сюда инструкции для робота-пылесоса и для аэрогриля. Для этого нажимаем «Загрузить файл» и выбираю нужные мне документы. И вот вы видите, что вообще весь интерфейс Notebook LM состоит из 3 окон. Здесь в левом окне это наша база данных, то есть все файлы, которые мы подгрузили. В центральном окне мы можем общаться с нашим ассистентом. Принцип ровно такой же, как стандартно в чате GPT. И в правом окне есть дополнительные инструменты, о которых мы поговорим впоследствии. Вот вы видите, наши 2 файла подгрузились. И давайте попробуем что-то спросим у нашего ассистента. Например, у меня робот мой вышел из строя, он почему-то не включается, и я задаю данный вопрос ассистенту. И вот вы видите, он мне выдает развернутый ответ. И самое интересное, что видите, на каждое свое утверждение он добавляет источник. То есть я нажимаю на него и сразу автоматически попадаю в то место в документе, где описана интересующая меня тема. То есть мне не нужно теперь перерывать весь документ, а часто они еще не очень удобно написаны. Я сразу попадаю ровно в нужный мне момент, чтобы посмотреть, каким образом я могу исправить мою проблему. И, собственно говоря, это как раз-таки гарант того, что данный ассистент ничего не выдумывает. То есть все его утверждения, они основаны на информации, которую вы в него подгрузили. А на какой конкретной информации вы можете посмотреть сами. И еще один момент. Если вы хотите задать ассистенту какой-то вопрос, но чтобы он использовал не все источники информации, подгруженные в ваш проект, а какие-то определенные, то вы можете вот здесь вот отметить галочкой то, что вам интересно.
Если вы хотите узнать, каким еще образом можно использовать ноутбук LM в своих личных и бытовых целях, то переходите по ссылке в описании. А мы сейчас посмотрим, как его можно использовать в работе и, самое главное, в обучении, потому что там потенциал данного приложения, ну, какой-то просто фантастический. Допустим, я работаю в компании, которая занимается предоставлением языковых курсов, и у меня задача написать ответы на часто задаваемые вопросы, то есть сформулировать эти часто задаваемые вопросы и написать на них ответы. У меня уже есть сайт, у меня есть какие-то, возможно, дополнительные материалы, но даже из сайта в данном случае будет достаточно. Что я делаю? Я просто копирую ссылку на данный сайт, перехожу в ноутбук LM и создаю новый проект. Добавляю ссылку на сайт. И вот сюда в среднее поле вставляю свой запрос. И вот список часто задаваемых вопросов, а также ответы готовы. Вы, как обычно, можете посмотреть, откуда взята каждая конкретная информация. Но вы понимаете, что он вообще сделал? Вы ему подгрузили даже не какой-то PDF-документ, даже не какую-то вашу рабочую документацию. Вы подгрузили ему просто ссылку на сайт. И он для вас создал список часто задаваемых вопросов. Но это прямо какое-то волшебство. И аналогичным образом, как с личными задачами, если вы хотите больше узнать о том, каким образом можно использовать ноутбук LM для рабочих задач, то есть для каких конкретно рабочих задач, то переходите по ссылке в описании. А мы переходим к вишенке на торте. Это использование ноутбук LM для обучения. Я уже создала новый проект, подгрузила сюда один единственный документ. Это мануал для подготовки к экзамену по истории, искусству, культуре, общественной жизни в Испании. Это экзамен, который должны пройти все иностранцы, если хотят получить гражданство Испании. Так вот, что позволяет делать ноутбук LM? Каким образом он позволяет более удобно и эффективно обучаться? Мы переходим вот к этой правой третьей вкладке на панели инструментов в нашем интерфейсе ноутбук LM, которая дает просто какие-то невероятные возможности. Например, здесь есть такая кнопка, которая называется Audio Overview. По большому счету, нажимая ее, я ее уже заранее нажала, сейчас мы послушаем, что получилось, он информацию из подгруженного мною PDF-файла превратил в аудиоподкаст. Вот, смотрите сами. That legislative body is split into two chambers to ensure thorough debate. Congress and the Senate, right? Exactly. The Congress of Deputies with 350. Также, если вы перейдете в настройки и зайдете в вкладку Output Language, то можете выбрать язык, на котором вы хотите, чтобы все ответы у вас отражались. В том числе это будет релевантно для вот этой вот средней панели, где мы просто общались с ассистентом. Также, помимо аудиоподкастов, есть также видео, можно сказать, подкасты. Давайте посмотрим, какой результат получается. Хотя нет, сначала мы зайдем на эту кнопку и видите, какие здесь настройки можно сделать. Можно выбрать язык, на котором мы хотим, чтобы у нас создалось видео, а также визуальный стиль. Я уже это сделала заранее, давайте смотреть, что получилось. Bueno, vamos directos al grano en esta exploración visual para crear un sistema democrático moderno. Vale, para organizarnos un poco, este es nuestro mapa. Я еще раз вам напоминаю, что все это делается абсолютно бесплатно. Это какая-то крышесносная просто нейронка. Какие еще тут очень крутые есть функции для того, чтобы подготовиться к экзамену, особенно если у вас будут какие-то открытые вопросы, либо наоборот тесты, тут есть две очень прикольные функции. Первая — это flashcards. Смотрите, что она нам выдает. То есть она заготавливает на основании материалов, которые вы подгрузили, вот такие вот вопросы. И вы отвечаете, и вот здесь вот сами отмечаете, правильно либо нет. То есть, по сути, вам теперь не нужен какой-то друг или учитель, вы можете просто с помощью ноутбука LM сами себя натренировать, подготавливать к экзамену. Если вопросы закрыты, то есть совершенно замечательная функция квиз.
В данном случае у нас тоже будут задаваться вопросы, но уже с вариантами ответов, которые вы можете выбирать. Видите, и мне здесь сразу отмечается, верно либо неверно я ответила и почему. И также я могу переходить к следующему вопросу. И еще одна функция, на которой хотелось бы отдельно остановиться, это Mind-карты. Вот так вот они выглядят. То есть весь мануал, который я подгрузила, он разбил вот на эти вот 5 блоков, и я могу заходить в каждый из блоков и смотреть, что в нем находится. Например, культура и искусство. И вот здесь у меня есть следующие блоки. И вот я захожу в литературу, у меня выделяются 3 основных писателя, которые были указаны в данном мануале. И если я, например, на него кликаю, то у меня также в среднем поле сразу же подтягивается информация, в данном случае о, например, Сервантесе. И тут также еще есть некоторые другие функции. Вы можете, я думаю, сами их посмотреть. По мне, так вот для цели обучения, конечно, 2 самые основные — это флеш-карты и квизы, ну и также аудиодорожка, которую можно скачать себе на телефон и слушать, когда вы гуляете, едете в метро, ну и в каких-то других ситуациях. И продолжая тему обучения, сейчас очень много полезной информации находится на YouTube. И, как вы видели, ноутбук LM позволяет подтягивать также внутрь приложения в качестве источника информации видео на YouTube через ссылку. То есть вы просто копируете ссылку и подтягиваете ее туда. Что с этим можно делать? Супер полезная функция, которой я пользуюсь, я не знаю, много раз за день, это краткое резюме видео. Наверное, это не лучший вариант для каких-то видео, где вам важно именно его посмотреть. Это какое-то развлекательное видео, когда сам просмотр приносит большое удовольствие или дает какую-то большую пользу. Но часто для именно обучающих видео это может быть очень полезно. То есть вам не нужно тратить там 15, 20, 30 минут своего времени, иногда и больше. Вы просто копируете ссылку на видео в ноутбук LM и просите его сделать резюме. Смотрите. Я создаю новый проект, добавляю ссылку на YouTube и прошу его сделать мне summary. И вуаля! 20-минутное видео превратилось вот в такой вот коротенький текст. И расскажу вам еще одну секретную фишку, потому что, возможно, вы хотите добавлять не одно, либо 2 видео, вы хотите добавить все видео с какого-то канала и попросить написать, например, самые частые темы, либо самые главные мысли. Ну, в общем, разные у вас могут быть вопросы. Так вот, для того, чтобы это сделать, вам надо установить себе в браузер специальное расширение. Каким образом это делается? Мы нажимаем вот здесь вот на 3 точки и выбираем Extensions. Manage Extensions. Дальше переходим в Chrome Web Store. И вот здесь вот в строке поиска пишем YouTube to Notebook LM. И вот оно у нас здесь отражается. Я кликаю на него и нажимаю Add to Chrome. Add Extension. И фиксирую его здесь на панели инструментов. После этого что у меня происходит? Если я перехожу на какой-нибудь YouTube-канал, то, видите, у меня здесь автоматически появляется надпись Notebook LM. И если я нажимаю на нее, выбираю Create a New Notebook, то есть новый проект создаем в Notebook LM, и вот вы видите, он сам мне открывает Notebook LM и добавляет все видео. И теперь я могу делать абсолютно все, что хочу, анализируя все видео с этого канала сразу. И последнее, что я вам хотела рассказать. Так как Notebook LM – это продукт Гугла, то у Гугла можно связать разные приложения между собой. И в данном случае Notebook LM вы можете связывать с Gemini, с обычной нейронкой Гугла. Как это делается? Мы переходим в Gemini. И смотрите, вот здесь вот вы можете не просто начать диалог, и у вас тогда будет
сама нейронка генерить информацию так, как это она обычно делает, а вы можете нажать плюсик и выбрать здесь Notebook LM. Далее вы выбираете необходимый проект, нажимаете Add и пишете свой вопрос. Отправляете его и получаете ответ от Gemini, который будет основываться также на ваших данных. То есть, по сути, это то же самое, что происходит в самом Notebook LM, просто вам не нужно переключаться между приложениями, если вы, например, ранее работали в Gemini и не хотите переходить теперь в Notebook LM. И также вот этот вот сгенерированный текст можно мгновенно отправить в Notebook LM, в какой-то уже готовый проект, как дополнительный источник информации, либо создать новый. И чтобы это сделать, нам нужно добавить еще одно расширение, которое называется Notebook LM Extension. И после того, как расширение добавлено, я выделяю весь этот текст, кликаю правой кнопкой мышки и выбираю «Добавить выделенный текст в уже существующий проект». Сдаю какой проект, у меня вот он, видите, правильно тут подтянулся, и нажимаю «Добавить». И после этого я перехожу в Notebook LM и вижу, что вот мой ответ, он добавился сюда, как отдельный источник информации. Теперь я тоже могу с ним работать. И, кстати, это расширение намного более продвинутое. Вы можете добавлять информацию не только из ответов чата Gemini. Я также могу зайти, например, на сайт, который мы уже с вами смотрели, выбрать здесь какую-то информацию и проделать то же самое. Более широкий список полезных расширений, которыми я пользуюсь, вы можете найти по ссылке в описании.